Здравствуйте, наши многоуважаемые радиоводители. В прошлом видосе нам наприлетало за то, что у нас нет идей и тупые шутки. Сегодня у нас есть идея рассказать про этот автомобиль, но шутки будут еще более тупыми. Роман, только ленивый уже не рассказал в интернете про этот автомобиль. Кучу всего мы пересмотрели, но только вот когда получилось его, скажем так, заполучить, помацать его, мы нашли некоторые моментики, которые не знали до этого. Поэтому постараемся вам рассказать о некоторых особенностях и нюансах этого автомобиля, которые нам удалось выяснить. Все серьезно, мы постараемся вам. Ну ладно, дальше будут тупые шутки. В общем итоге, дизайн, конечно, у автомобиля, скажем так, на вкус и цвет товарища нет. Мы можем показать дизайн. Вот. У него есть куча элементов типичной электрички, как это сейчас принято, то есть отсутствует решетка радиатора, ручки заподлицо и так далее и тому подобное. Но при этом, при всем, он все равно похож. Я хотел сказать, что при всем при этом он не выглядит как летающая тарелка. Ну, в плане, как вот эти какие-то суперфутуристичные электрички, и со стороны его можно спутать с обычным... Трансформеры. Трансформеры? Зикер тот же самый 001, да, который в этой максимальной жирной вот этой комплектации, у него какие-то там ребра, палки, хуялки, вот это торчит. Такое чувство, что сейчас он трансформируется и начнется какой-то бой у нас тут в небе. Нет, абсолютно адекватный автомобиль. Тем не менее, у него большой воздухозаборник снизу, потому что правильно, климат. Климат-то в нем все равно присутствует. Там большой радиатор кондиционера, плюс еще радиатор охлаждения всей этой электрической начинки, поэтому воздух ему тоже нужен. Можно я немного продолжу? У меня появилась мысль, не мой заговорил. Вещай сразу же. Просто мне тема довольно-таки близка. Хочу отметить, что у автомобиля разноширокие колеса. Как ни странно, широкие сзади. Это говорит нам о чем? О том, что у него задний привод. У меня все. Если уж ты начал про диски говорить, самое интересное, это хейт основной словил автомобиль из-за того, что спереди дисковые тормоза, с ними все хорошо, а сзади барабаны. И вот, типа в 2022 году, или когда там он был выпущен, или с 20-го их выпускают, типа на задней оси, как на дедовской шестерочке, барабанные тормоза. Но, блин, народ, это электричка. Она тормозит рекуперацию, она тормозит электродвигателями. А барабанные тормоза не надо, по сути, обслуживать. И в связке с торможением электродвигателем эти задние тормозные барабаны, скорее всего, машину переживут. Да, не так красивенько, и да, на них нельзя прилепить красные пластиковые чехольчики с надписью «Брэмбо», но нормально. Тормозов здесь более чем хватает. Я, кстати, подумал сейчас о том, что наверняка люди, которые, увидев барабановые тормоза, не подумав, вообще не поразмышляв о том, из-за чего это, что и как, а вот барабаны, говно, как на шестерке, скорее всего, они не смогут выговорить слово «рекуперация». Вот. Не смотри на дорогу, я уже смотрел, там ничего интересного нет. Ничего нет, да? О! КамАЗ! КамАЗ, блин. Я когда думал, что нам надо будет вот это вот все снимать, я ожидал, что как-то так от нее будет выглядеть ключ. Что можно будет сесть, попереключать режимы, вот, нажать кнопку Share и сразу публиковать свою поездку. Газ, тормоз, там все дела. Так, поехали. Но оказалось, что ключик приличный. Все с ним хорошо, обычный ключ. Как у настоящей машины получается ключ? Да, он как у настоящей машинки, вот смотри. Серьезно? Да. Смотри, есть кнопочки открытия, закрытия. Угу. Вот. А знаешь, что есть? Нет. Тут есть физический ключ. Так что представляешь, что в электрической машинке есть физический ключик. Вот. А физический ключик
нам для того, чтобы вот в этой красивой ручке, ее если вот так вот потянуть, там есть личинка. Выглядит, как будто Вот. сломалось. Прикол? Да? Прикол. Чем принципиально отличается все-таки немецкий автомобиль, несмотря на то, что это электричка, это все-таки остается немецким автомобилем с кучей мелочей, которые продуманы. И внутренние ручки у нас имеют, помимо того, что электрическую часть, когда ты за нее дергаешь, она электрозамок открывает, есть еще и физическая часть, которая дергает именно тросик. Если его посильнее дернуть, ручку, что наружную, что внутреннюю, уже будет непосредственно тросиком дергаться замок. То есть и для педиков, и для натуралов есть, да? Чаще будешь пользоваться как педик. Но ты попробуй ее открыть вот как натурал. Ну, здесь недостаточно быть натуралом, надо быть довольно сильным натуралом, хочу сказать. Я думаю, что на шестерке вазовской полегче открывались Полегче. ручки. Какого года у тебя там Нива, которую ты тогда пригнал из Краснодарского края? 87-го. 87-го. Ручки там полегче открываются. Там вообще пушинка по сравнению с этим. Наверняка у людей будет много вопросов и фобий различных по поводу того, что это электричка. Они же горят одна за другой, взрываются, улетают в космос. Посмотрим, насколько неуязвим твой зад. Вперед! В плане там батареи, каких-то вот этих устройств. Как это здесь все устроено? Слушай, ну та электричка, которая улетела в космос, она пока еще не вернулась. Вот, Илон Маск как бы отправил, но пока еще не возвращал. Поэтому эту фобию откидываем. Не улетит, будет с вами до конца. Вторая фобия по поводу батареек. Ну, первые бензиновые машины тоже же были несовершенны. Они тоже горели. И если эти машины хотя бы пытаются отправиться в космос, то первые бензиновые машины отправлялись прямиком в ад. Ничего, батареи дополнительно защищаются. Батареи дают дополнительную жесткость кузова. Машинка очень хорошо прошла краш-тест, поэтому, ну, что бояться слухов и фобий. По поводу третьей фобии относительно того, что здесь все электрическое, все сенсорное, ничего не понятно и так далее и тому подобное. Да, все электрическое, да, все сенсорное. Как и в 8-м Гольфе, как в новом Транспортере, как в новой А8 Октаве и так далее и тому подобное. Мультимедиа та же самая, те же самые абсолютно ублюдочные кнопки, потому что, ну, по-другому я назвать их не могу. Когда на рулях Volkswagen появились сенсорные кнопки, их, с одной стороны, люди начали боготворить, потому что, господи, как же это красиво. Другая часть народа начала хейтить за то, что, типа, а как понимать-то, что ты нажимаешь? Volkswagen сделали очень круто. Там есть тактильная отдача. Как на вашем смартфоне, когда тыкаешь в экран, есть тактильная отдача, оно вибрирует. Также и руль. Ты нажимаешь, целиком эта панелька вибрирует, есть тактильная отдача, что ты что-то нажал, ты что-то сделал. Остальные кнопки, к сожалению, не имеют тактильной отдачи. Это на самом деле очень неудобно, когда ты нажимаешь аварийку, когда ты вызываешь климат, когда ты вызываешь парковочный ассистент. Ты просто тыкаешь в экранчик, и у тебя что-то на другом экранчике появляется. Нету вот этой вот тактильной отдачи. Довольно неудобно, потому что, наверное, отвлекаешься постоянно, чтобы понять, нажал ты это или не нажал. Согласен. С одной стороны, да. С другой стороны, в каких условиях это нужно? Кнопка аварийки заведомо по центру с выемкой, то есть нащупать ее легко. То, что ты ее нажал, появляется звук в салоне поворотников. Поэтому, по большому счету, это не проблема. Вызвать, допустим, ассистент парковочный. Ну, камон, если у тебя есть время на то, чтобы попросить машину саму запарковаться, где-то у тебя есть время отвлечься на эту кнопку. Кстати, интересно, на ней можно один раз моргнуть аварийкой, ну, в плане, как мы делаем на... Типа сказать спасибо? Пизду. Моргнул аварийку. Какую я хуйню сказал? Нажал, отжал, все, блядь, какие проблемы? Да? Диман, ты что делаешь? Заправить хочу куда-нибудь. Мы сюда за кофе приехали, а не за бензином. Ауч. Надо теперь только эту хуйню закрыть обратно всю. Очень интересное чувство. Когда ты вечером загнал машину с примерно 30% заряда,
которая тебе говорила, что что-то там, то ли в районе сотки она типа еще способна проехать, да? Ты ее загнал в гараж, ты ее просто воткнул в розетку, как свой мобильный телефон, а утром пришел, она тебя встречает лампочками красиво очень, и у тебя полный бак. И ты такой, отлично, выдернул ее из розетки, выдернул из нее порт, швырнул этот зарядный порт в багажник, и по большому счету ты можешь доехать там в деревню к бабушке, вытащить из какого-нибудь старенького домика удлинитель такой, и в этот удлинитель поставить машинку на зарядку. Слушай, очень круто. И сколько она по времени, получается, заряжалась? Слушай, ну мы ее где-то в районе полуночи, наверное, поставили на зарядку, и вот во сколько, в 5 утра мы ее сняли полную. А это какая-то у нее там опциональная зарядка или это... Нет? Нормально. Проводочек, как с айфоном, вот проводочек Lightning, который идет в комплекте. Не самый навороченный, обычный, не быстрая зарядка. Это не быстрая? Это не быстрая зарядка. Поэтому для города прекраснейший вариант. То есть конкретно у этой машины заявлен запас хода 555 километров. Проверить этого мы, конечно же, сейчас не можем, потому что на автомобиле в принципе пробега 200 километров, он абсолютно новый. Поэтому теста на дальность хода не будет. Мы на нем не поедем в Минск и не расскажем вам об этом. Слушай, прежде чем погружаться в мир будущего, Так. Я думаю, что надо рассказать про багажник. Да. Про абсолютно нормальный человеческий багажник, как в любом современном понятном ваге. Абсолютно как в обычном автомобиле получается. Слушай, ну, кстати говоря, мы говорим, что как обычный багажник, а я хочу сказать, что он довольно глубокий, и он капец какой глубокий для обычной-то машины. Слушай, ну то, что сюда помещается комплект колес от этого же автомобиля, это прям огромный плюс. Потому что не все современные машины могут похвастаться тем, что в своем собственном багажнике свои же 4 колеса способны перевести. Да. Если верить тем вещам, которые рассказывают в интернете, поначалу ходил слух, что кросс это типа европейские, а какая-то там еще у них была комплектация, тоже также надпись типа это для Китая. Но конкретно этот автомобиль был куплен новым в Китае, и он кросс, и потом эти все слухи как-то размазались. Поэтому единственное отличие, которое я смог найти кросс от другой этой комплектации, это там фары, задние фонари, еще что-то. То есть, по сути, это комплектация. Понятно, спасибо. Так, что, пошли в салон? Звучит заманчиво. Да. У нас сзади все классно и здорово, но не более чем в обычном Тигуане. То есть здесь такой же у нас абсолютно идиотский подлокотник, потому что мне решительно непонятно, зачем у него подстаканники ровно по центру. Роман, ну вот ты когда сидишь, тебе удобно? Вот локтем в подстаканник проваливаться? Я думаю, надо сесть и попробовать. Ну, а что тебе не нравится подстаканник? Ну вот ты локтем в него проваливаешься, тебе норм? Нет, мне неприятно. А если туда поставить какой-нибудь напиток, тебе принести твой напиток? Боль и страдания сплошные. Собственно, в целом, вот твой напиток стоит у тебя, да? Ну, слушай, тут уж выбирать надо либо напитки, либо локти. Есть одна версия, почему так. Ты едешь, у тебя рука лежит, затекла, и ты ставишь просто локоть, чтобы отдохнул немножко. Может, это поэтому подлокотник-то называется? Ну, подлокоть. Это не подстаканник. Это подлокотники? Это подлокотники. Это просто. подлокотники в подлокотнике, чтобы ты смотрел мультики, когда смотришь мультики? Да? Чтобы ты ставил свои локти в подлокотник. В подлокотник, в подлокотник. Но самое смешное другое. Вот мы обсуждаем, какие здесь условно плохие кнопки, и возвращаемся к тому, что у всего современного вага эти плохие кнопки. Сейчас мы обсудили плохой подлокотник, и знаешь что? Во всех Тигуанах второго поколения и дальше такой подлокотник. Отвратительно. То есть это проблема не конкретной машины, это проблема всего современного вага. Блять, окно охуенное. А конкретно эта машина, это просто современный ваг. Все ее боятся как электричку, а бояться ее как электричку вообще нет никакого смысла, потому что это обычная машина, просто с другим типом привода. Ну что, Роман, в целом вот в салоне миллион раз
нам уже показывали эти педальки с паузой и плеем. Зачем-то здесь присутствует кнопка запуска и остановки двигателя, при том, что тут так и написано Start Stop Engine. На самом деле, нафиг не надо здесь нажимать на эту кнопку. На педаль тормоза нажал, она сиденье пододвинула, потому что здесь Easy Entry на 2 сиденьях. Функция, опять-таки, это не конкретно про эту машину. Это весь современный ВАГ, да и не современный. И не ВАГ. Easy Entry у ВАГа есть очень давно, еще в B6 Passat появилась. Так что я пытаюсь в течение всего вот времени, сколько у меня есть эта машина, найти какие-то фишки, которые именно вот для электрического ВАГа. Есть отличия в руле. Казалось бы, этот руль ставится на современные Туареги, Тигуаны, еще на кучу всего. Но порядок кнопок другой. Здесь у нас View, которая немножечко меняет обзор на основном дисплее, ну, где приборная панель, и клавиша Mode, которая переключает режимы круиз-контроля. Что в этой раскладке руля решительно непонятно для меня, это громкость и переключение треков. Ну, все привыкли, что вправо-влево это треки, вверх-вниз это громкость. Нет, вверх-вниз здесь это треки, вправо-влево громкость. Что прям взбесило, прям конкретно взбесило. У всего ВАГа, начиная там с 90 какого-то года, переключатель дворников вниз это одинарный взмах, вверх это пошло там уже прерывистый, первая скорость, вторая скорость. Здесь наоборот. Селектор. Вот на приборной панели с правой стороны у нас вот такой вот интересный отросток. Он мне, знаешь, что напоминает? Раньше на КАМАЗах был переключатель большой такой, его называли гитара. И вот он тоже так от рулевой колонки в сторону отходил, у него там какие-то кнопки были. И вот она мне очень напомнила. Также вот этот поворотный рубильник, включение передней и задней передачи, сбоку кнопка паркинга. Тоже непривычно, но зато освободилось место, где у нас привычно селектор КПП стоит. И там теперь подстаканники. И насколько это удобно. У тебя рука, то есть даже в моей машине, допустим, подстаканники, ну, в Пассатах, в Октавиях, в принципе, во всем ВАГе подстаканники вот в этой части. Да. И ты вот хочешь, не хочешь, вот руку как-то вот не совсем удобно, да. Стеклоподъемники, многие обсуждали, что здесь только 2 кнопки стеклоподъемников, что задние стеклоподъемники управляются через отдельную кнопку. Вопрос первый. Как тебе вот такая функция? А? Такое видел хоть раз? Это просто в одно касание? Короче, есть прикол. В обычном режиме у нас левая клавиша управляет водительским стеклоподъемником, правая пассажирским. Логично, да? Помню. Если нам нужно управлять задними стеклоподъемниками, мы один раз нажимаем клавишу RER, она сенсорная, не всегда срабатывает, ты не всегда понимаешь, что ты ее нажал. У тебя эти же кнопки управляют задним левым стеклоподъемником, задним правым стеклоподъемником. Так, но что за фокус у тебя был? А фокус с всеми 4 это если эту клавишу зажать и держать, она начнет моргать, и теперь с одной кнопки управляются все 4 стеклоподъемника. Слушай, круто, в целом круто, но нажать, удержать, подождать – это отвратительно. Нажать, подождать, удержать отвратительно, пожалуй, соглашусь. Никто не хочет ждать в современном мире полсекунды, да, чтобы привести в действие какую-то команду. Но нет, на самом деле можно было бы нажать и подержать, и если бы была все-таки вот та самая пресловутая тактильная отдача. Да. Потому что вот эти кнопки, парктроники, климат, ассистенты, переключение Drive Mode и так далее, они удобно располагаются. У тебя есть звук, когда ты его нажимаешь, эту клавишу, то есть ты слышишь, да? Да. Еле слышимый, но тем не менее. Но нет тактильной отдачи, нет понимания. На кнопке аварийки, как я уже говорил, есть звук, опять-таки. Есть выборка такая, то есть ее пальцем нащупать можно, да и вслепую, по большому счету, ты как бы нащупаешь ее. Но из неудобного еще отсутствие подсветки вот в этой части, то есть температура климата, громкость мультимедийной системы не подсвечивается. То есть ночью нужно просто знать, что они там есть. И еще, вот у нас включен климат.
Нужно просто привыкать к тому, что у тебя всегда есть клавиша закрытия какого-либо окна. Вот сейчас, допустим, парктроники. Я вот один раз вызвал парктроники, и все. Вот и что вот мне с ними делать дальше, да? Вот они рагули какие-то рисуют. Ну окей, допустим, хочу вот сюда. Клавиша нету. Окей, поехали. Кстати, обрати внимание, у нас включен поворотник. Машина сейчас направо хочет поехать, но и у нас под лобовым стеклом индикация. Ну, типа я отсюда бы сам не смог, наверное, выехать. Вот. Так вот, я прервался. Нужно привыкать к тому, что у тебя всегда есть крестик. Если ты хочешь вернуться в свой любимый CarPlay, который у тебя запущен, тебе всегда нужно попадать в этот крестик. Будь то парктроники, климат, драйв-мод или еще что-то, тебе приходится... А он, соответственно, уже тоже, ну, логично, что он не имеет виброотклика, но он уже и не сопровождается никаким звуком, насколько я понял. Кто? Крестик. Крестик? Закрывает. Нет. Да, крестик не сопровождается. Отвратительно. Вот в защиту немного вот этих панелей хочу сказать, что, ну, которые не тактильные, непонятно, нажал или нет, они хотя бы имеют звуковое сопровождение. Кстати, довольно приятные звуки, ну, прикольные, мне нравятся. А вот на двери, когда мы переключаем между передними и задними, там вообще отворот полный, потому что звука никакого нету, и вот Есть. там тоже есть? Да, вот, слушай. А, все. Тогда извините. Тот же самый звук, но почему ты сказал, что нет этого звука? У нас открыт люк, у нас чуть-чуть играет музычка, и все, ты этот еле уловимый звук уже не слышишь. И то мы сейчас еле ползем по парковке. То есть, если мы сейчас будем ехать на дороге и пытаться нащупать эту кнопку, естественно, мы этого звука уже не услышим абсолютно. Ну да, по поводу будем ползти, ехать и так далее. Давай посмотрим, как оно на ходу. Всегда пристегивайтесь. Кстати, вот, насчет всегда пристегивайтесь. Важный момент, который мы не рассказали. Поэтому отстегнись. Только не говори, что она не Поехали. Поехали. Ну, поехали по площадочке просто. Многие жалуются, что она не едет, если не пристегнуться. Не знаю, насколько она должна ехать. Я что, этого она не ездила? Вроде ничего разгоняет. Не, она прям вроде как должна прям сопротивляться вообще от слова совсем не ехать. Ну, то есть получается, что врут. Получается, что врут. Получается, что врут. Пристегнемся, потому Да, что не пристегнулся тот петух, насколько мы помним. Да? Каких-то экстра характеристик от него не приходится ждать. Это не самая, скажем так, мощная версия. Это для городского цикла более чем достаточно оптимально, скажем так. Но обратить внимание хочу на ассистенты. Как здесь офигенно работают ассистенты. Камера распознает разметку настолько, что она понимает прерывистую, она понимает сплошную. Соответственно, на проекции она подсвечивает полосы. То есть, грубо говоря, если я слишком сильно жмусь к той или иной полосе, она мне ее подсвечивает. И пресловутый адаптивный круиз-контроль. Управляется все само собой на руле. Мы благополучно поехали. Выставляется скорость, все, она понимает сплошную, она понимает прерывистую. Видит, что у нас забор, не видит она нихуя. Видь, блядь, разметку, дура. И вот сейчас, обрати внимание, я не трогаю руль, несмотря на то, что она просит меня потрогать руль. Она бьет по тормозам, пытается меня разбудить. И смотри, что она будет делать дальше. Я продолжаю ее игнорировать. Она послала меня нахуй. Она просто отключила ассистент, она выключила и Line Assist, и все, и мы дальше просто катимся на круиз-контроле. Это абсолютно паршиво. Так не должно быть. Нет, в смысле? Сзади у нас никого нет. Попробуем
как работает система экстренной остановки, когда, к примеру, водитель уснул, стало ему плохо, еще что-то. То есть сначала она молча говорит, типа, держись за руль, потом пищит, красными линиями подсвечивает нам под лобовым стеклом, бьет в тормоз. Делает мне неприятно. А что тебе неприятно? Мне не нравится. Она бьет в тормоз еще сильней, сигналит, включает аварийку и останавливается очень резко в полосе, очень неприятно. И ставит машину на ручник, ну и пытается звонить в СОС. Соответственно, в СОС мы звонить не будем, аварийку мы выключим. Но насколько это на самом деле может быть полезно, если реально с водителем что-то случилось, а он едет на всех этих ассистентах, которые сами за него рулят, сами за него держат дистанцию и так далее и тому подобное. Человек теряет концентрацию, человек может слишком сильно расслабиться в таких условиях. И хорошо, что есть вот именно такой ассистент, который в случае чего машину остановит. В реальной жизни довести до того, чтобы она засигналила, остановилась и позвонила в СОС, мне кажется, очень трудно, потому что она до этого делает такие действия, что сразу, ну, я бы точно проснулся, вот эти удары в тормоз и так далее, это прям бодрит жестко. Кстати говоря, сколько у нее паспортных секунд до сотки, не помнишь случайно ли? По-моему, что-то в районе 8 секунд, но у нас с тобой есть драги, поэтому мы сейчас этот вопросик закроем, сколько у нее фактические секунды. — 8:59. То есть паспортно поехали сразу. Не знаю, видно будет, нет? Когда мы едем накатом, и автомобиль притормаживает, я так понимаю, мы слышим именно рекуперацию. Это звуки, которые она выдавливает из себя, будем так это говорить. Угу. Вот есть... это Да, вот этот гул, но она, во-первых, этот гул издает на улице, чтобы пешеходы, скажем так, слышали, что едет машина, потому что мотором-то она не шумит. Опять-таки, обрати внимание, ассистенты. Я на проекции сейчас вижу машину впереди едущую. У нас по адаптивному круизу выставлено 80 км в час, да? Как только у нас машинка перед нами едущая ушла вправо, все, машина начала набирать. Здесь она немножечко теряется, у нас разметки нет, мы ее подправили. Сейчас она, оп, уже увидела разметку, едем по разметке, все у нас хорошо. довольно приятно, я хочу сказать, у нее линейное ускорение, без всяких рывков и прочего набирает, и это немного непривычно после турбового автомобиля. Но что-то в этом есть. Ускорение на электромоторе, конечно, совсем другое. Вот мы сейчас в правой полосе попробуем систему экстренной остановки, когда у нас условно водитель перестал подавать признаки жизни. Вот я никак ее не контролирую, еду в правой полосе. Во-первых, в достаточно сложных условиях едем по разметке. Да, то есть в такие моменты, конечно, надо ее контролировать. Видишь, она как шугается. Видишь, что делает, блин? Придурочный. Бля. И интересный еще момент. Опять-таки, вернемся к кнопке Start Stop Engine. Она здесь нафиг не нужна, потому что вот я отстегнулся. Я даже не выключил драйв. То есть я просто открываю дверь. Она уже на ручнике, на паркинге, открыла мне дверь и заглохла. В общем итоге, что у нас тут еще есть? У нас тут не багажник. У нас здесь техническая часть. Подсобка. Такая, знаешь? Обычно у электричек в передней части прям полноценный багажник, а у нас здесь подсобка. Из интересностей. Мне очень понравилось количество места, которое оставлено для пешеходов. То есть у нас силовые конструкции начинаются вот здесь. Все вот это место, это все пластик. То есть если
кого-то, скажем так, насадили, не дай бог, шансов, конечно, у человека намного больше выжить и остаться целым. Потому что даже крепление фар сделано перфорированным. То есть оно прям там тоненькое место. И второе место вот тоже. То есть, грубо говоря, первым делом у нас ломаются крепления фар, и они уходят просто с места. И до силовых конструкций достаточно далеко. Ну, то есть пассивная безопасность пешеходов прям классно. Но нету пиропатронов на петлях. То есть, допустим, тот же самый Артеон, который был у нас, или Б8, еще на чем-то я видел. Тигуаны. А? Тигуаны. Тигуаны, да. Почти у У всех. них присутствуют пиропатроны на капоте, чтобы, скажем так, смягчить удар для пешехода. Здесь этого нет. Из интересного, что я нашел по конкретно этому автомобилю. Бокс предохранителей. Так вот, из интересного, я зачем-то залез вот сюда. Не так давно, когда осматривал этот автомобиль. И что я обнаружил? Не прикрученный предохранитель на 80 ампер. Он не прикручен. Почему? Понятия не имею. Но автомобиль совершенно новый. Трогать я это, конечно же, в данный момент не буду. По поводу рубильника. Стас Асафьев в своем обзоре на ID4 не смог разобраться, как работают вот этот регулятор зеркал. Поворачиваем, левое зеркало, правое зеркало. Ну и, соответственно, все это дело у нас благополучненько джойстиком регулируется. Интересно, на каких автомобилях еще регулировка зеркал работает по такому же принципу? Ну вот, допустим, Шкода Октавия А5 в рестайле 2012 года. Принцип тот же самый. Ну, например, вот еще Golf 6. Audi A4 2013 года. Или, например, Audi Q5 2019 года. Passat B8. По итогу все боятся то, что это, ой, это электричка, ой, она совсем другая, ой, она непонятная, ой, что это, ой, как это и где это. А по факту-то мы с тобой, сейчас вот посидели, потыкали, покатались на ней. Это обычный современный ВАГ во всем. Обычная, нормальная, понятная машина, которая, кстати, в отличие от тех же самых китайцев, представленных у нас, на нее уже есть все запчасти. Потому что, я много историй слышал о том, что купили современную китайскую машину, неважно, там, электричку или бензиновую, что-то случилось. А потом зашли в магазин автозапчастей с надписью КамАЗ и Лада. А там нету четверти на Зикр. И что делать? Полгода ждать с Китая. Ждать, пока кто-нибудь вшатает такой же Зикр в другую сторону. В другую сторону только. Обычная, нормальная, понятная, семейная машина. Запас хода более чем достаточный на один, а может быть даже и не на один день. Это вообще первая электричка, на которой я ездил, полноценный, не гибрид, а полноценный электрический автомобиль. И нету вот у меня такого, как вот я там в свое время на правый руль сел и такой, что делать? Ну, как бы абсолютно нормальный автомобиль с той же ваговской эргономикой, удобством и всем прочим, ну, за исключением заднего подстаканника в подлокотнике, понятное дело. Опять-таки, в любом новом Тигуане то же самое абсолютно. Да. То есть приятная на ходу, с приятной подвеской. Мне, в принципе, подвеска понравилась, как работает, но, опять же, это, наверное, заслуга DCC, про которую ты говорил. Очень приятный, как я уже говорил, линейный разгон. То есть, да, она там не пушка, она не выстреливает, но плавно, аккуратно разгоняется, все хорошо. И зарядкой, временем зарядки я был приятно удивлен. Ну и пройдемся опять же по плюсам, которые мы словили в машине. Это просторный салон, да, мы сидели спереди, сидели за собой сзади. Абсолютно, места больше, чем в какой-то условной там, не знаю, Октавии. Абсолютно человеческий багажник, полноразмерный. Короче, можно брать, я думаю, отличная машина с набором приятных бонусов, таких как отсутствие ДВС как такового, в плане обслуживания и всего прочего. В общем, прикольно. Да. Ее меньше обслуживать, меньше геморроев. В данный момент, по крайней мере, по нашему законодательству есть поблажки и по налогам, и по парковкам. И, соответственно, у нас развивается инфраструктура с зарядками и так далее. Даже в Саратове уже достаточное количество мест, где можно ее зарядить именно быстрой зарядкой. Непонятно, что эту машину бояться. Всего лишь 3750. Новая, абсолютно.
Вот конкретно эта машина продается сейчас за 3 750 с пробегом в 200 километров, ну, плюс то, что мы вот проехали сегодня, да. Нет такого, что повально сыпется батарея или еще что-то. Какой-то где-то брак, само собой, встречается, но от этого никто не застрахован. Косяки по программному обеспечению, которые были на ранних машинах, все исправляется, благо это программно, грубо говоря, есть достаточное количество специалистов, которые все это дело могут обновить, прошить, русифицировать полностью и так далее. Опять-таки, не совсем понятно, зачем русифицировать эту машину, потому что при подключении CarPlay навигация вся на русском, мультимедиа у нас вся на русском, в приборной панели в основной, в этом маленьком дисплейчике все настолько понятно нарисовано, что знание английского языка решительно непонятно зачем. Стоит отметить все-таки, что в качестве основного автомобиля пока что так себе мероприятие, по крайней мере в условиях нашей страны, потому что расстояния у нас все-таки большие, и допустим, доехать в тот же соседний город, ну, какой у нас тут ближайший, Пенза, там, допустим, до Пензы, да, без проблем можно доехать, туда даже обратно, скорее всего, прям на тоненькую, а до Волгограда просто в одну сторону на тоненькую, и нужно уже быть готовым к тому, что в Волгограде тебе нужно будет сразу найти зарядку. Но я лично, еще раз повторюсь, я в этом видео уже несколько раз говорил, люто кайфанул от того, что я вечером машину загнал, поставил ее на зарядку, в розеточку, в обычную розеточку воткнул. Вот это самый кайф. Утром пришел, у меня полностью заряженный автомобиль. А когда она заряжается, у нее очень красивая анимация идет под лобовым стеклом. Вот такие мелочи все равно добавляют какого-то удовольствия в жизни. Да-да-да. Че, все или еще что-то сказать? Мне кажется, надо походить вокруг нее, сделать подсъем еще всяких мелочей. И нас голых сфоткать на ее фоне. В целом я не против.